В этом видео вы узнаете, чем вдохновлялись разработчики популярных игр, и возможно тоже вдохновитесь и создадите свою игру. Предлагаю начать с Hytale. Создатели игры вдохновлялись креативной свободой Майнкрафта, думаю, это было понятно. Но раз заговорили о Майнкрафте, давайте узнаем, чем вдохновлялся Маркус Персон. Свое вдохновение он получил в симуляторе гномьей колонии Dwarf Fortress, в которой игроки строили подземную крепость, а также свое вдохновение Маркус получил в игре Infiniminer. Игры достаточно старые, поэтому навряд ли вы их помните. Да и я, в принципе, их не помню. Но зато знаю, чем вдохновлялись создатели Hollow Knight. Разработчики Ари Гибсон и Уильям Пеллан вдохновлялись старыми платформерами, к примеру, Марио, Метроид и так далее. Кроме того, создатели вдохновлялись темными мирами, например, из аниме Angle's Egg. Если прочитал какое-то название неправильно, то прошу прощения. Поэтому, чтобы у вас не портилось впечатление от ролика, расскажу о он запрещен. Тогда сори без него. Вместо него поговорим о Undertale. Тоби Фокс вдохновился разными играми и культурными явлениями. Для системы диалогов Фокс использовал механику игрового процесса игры Shin Megami Tensei. Идея заточения в подземном мире, по словам Фокса, была вдохновлена видеоигрой Brandish. Ну и еще потому, что Тоби Фокс разработал большую часть игры Undertale в подвале у Эндри Хасси. При создании саундтрека Фокс вдохновлялся саундтреками ролевых игр консоли Super Nintendo. Наверняка вы уже заметили, что в этом видео речь шла о играх, в которые до сих пор играют. А как вам идея вспомнить игру, которая раньше была в пике своей популярности, игра, в которой нужно быть внимательным, и игра, которая, не подходит дальтоникам? Я, если что, не дальтоник, это адресовывалось не мне, а кому-то другому. Создатели игры вдохновлялись несколькими произведениями: карточной игрой Мафия, фильмом Квентина Тарантино «Бешеные псы». Тут я точно хочу уточнить, что создатели из этого фильма взяли прозвища главных героев, которые были основаны на цветовой палитре: оранжевый, розовый, белый, голубой я точно не скажу. Ну и фильмом ужаса «Нечто». Если вы считаете Among Us мертвой игрой, то это не так. В нее ежедневно играет примерно 1,6 миллиона людей. Это, конечно, не 60 миллионов, но и не 0. И последняя игра, о которой я сегодня буду говорить, это GTA 1. Ведь GTA 6 еще не вышла в этом году, да и не факт, что выйдет, но посмотрим. Чтобы не тянуть кота за хвост, на экране вы видите названия всех игр, которыми, возможно, вдохновлялись при создании GTA 1. Вот такое видео получилось. Подписывайся на канал, ну и на мой ТГК можешь подписаться, если я тебе прям понравился. В конец видеоролика хочу вставить такую небольшую мораль. Если вы заметили, то почти все игры, кроме GTA, являются инди-проектами, над которыми буквально работало несколько человек. И несмотря на это, игры все равно стали популярными. Пусть каждый сам сделает для себя небольшой вывод. Пока.